Здравствуйте, мои друзья! Я очень рада, что вы заглянули ко мне на кухню. Сегодня мы с вами приготовим вкуснейшие, сдобные пирожки с яблоками. И будем мы готовить их из необыкновенного волшебного теста, заварного, дрожжевого. Готовятся эти пирожки не очень сложно. А если вы впервые у меня в гостях, оставайтесь, вы сами сможете все увидеть. Прежде всего нам нужно сделать начинку. Килограмм яблок очищаем от кожуры, удаляем сердцевину с семечками, нарезаем яблоки на маленькие кубики. Пошаговый рецепт в граммах и стаканах вы сможете прочитать в описании под видео. Выкладываем нарезанные яблоки в сковородку, добавляем 3 столовые ложки сахара, пол чайной ложки корицы и на среднем огне тушим яблоки до мягкости и полного испарения жидкости. Готовую начинку выкладываем на плоское блюдо, чтобы она побыстрее остыла. Теперь нам нужно активировать дрожжи. Столовая ложка без горки дрожжей, 10 грамм ванильного сахара, столовая ложка сахара. Все размешиваем. Молока у меня 300 мл, оно теплое, приятное. 100 мл вливаем в дрожжи, размешиваем и ждем появления пенной шапочки. В сотейник выкладываем 75 грамм сливочного масла, вливаем оставшиеся 200 мл молока, доводим все до кипения и всыпаем 100 грамм муки. Муку я взяла из общего количества. Общее количество 500 грамм. Завариваем муку, выкладываем ее в мисочку, даем немножко остыть. Также нам понадобится 3 яйца. Желток мы убираем, он нам понадобится для смазки пирожков. Оставшиеся яйца и белок размешиваем и в 3 приема вмешиваем в заварную массу. Можно это делать ложкой или миксером вот с такими насадками. Друзья мои, если вам нравится видео, ставьте лайк, это поможет продвижению видео, его увидит большее количество зрителей. Вмешали мы все яйца, вот такая масса у нас получилась. Выкладываем в нее нашу дрожжевую смесь, оставшийся сахар, общее количество сахара это 100 грамм. Добавляем чайную ложку соли и столовую ложку растительного масла. Из общего количества муки убираем 3 столовые ложки с горкой муки, чтобы нам не забивать мукой наше тесто. Будем добавлять, смотреть на консистенцию теста. Замешиваем сначала ложкой, потом рукой. Я решила добавить еще столовую ложку муки. 5 минут вымешиваем тесто, добавляем 2 столовые ложки растительного масла, продолжаем мешать. Тесто наше готово. Я помыла руки, смазала миску растительным маслом, руки тоже смазала растительным маслом и собираем наше тесто в шар. Посмотрите, какое оно нежное, посмотрите, какое оно мягкое. Оно как бы стекает с руки. Вы видите? Но муку я не стала больше добавлять, чтобы наше тесто было воздушным. Вот такой шарик у нас получился. Выкладываем его в миску, накрываем пищевой пленкой. Я еще делаю дырочки в пищевой пленке, чтобы тесто дышало. Убираем в теплое место на поднятие. Это займет примерно час. Тесто должно увеличиваться в 2-3 раза. У меня тесто стояло 50 минут. Дома у меня тепло. Посмотрите, какое оно получилось. Разделывать мы его будем на рабочей поверхности, смазанной растительным маслом. Делим тесто на 4 части. Каждую часть раскатываем в колбаску. И колбаску нарезаем на 4 кусочка. Каждый кусочек скатываем в шарик. Каждый шарик – это пирожок. Шарики теста накрываем пищевой пленкой и даем им отдохнуть 10 минут. Лепить пирожки мы будем на рабочей поверхности, подпыленной мукой. Посмотрите, какие у нас получились шарики. Они такие мягкие, они такие приятные в работе. Раскатываем каждый шарик в лепешку диаметром примерно 10 сантиметров и толщиной где-то вот полсантиметра. И сейчас мы будем лепить пирожки. Выкладываем на середину нашей лепешки примерно 2 чайные ложки начинки. И сейчас будем лепить пирожок. Вот соединяем края лепешки. И я еще делаю дополнительный такой шов, веревочку, чтобы наши пирожки во время выпечки гарантированно не разошлись, не лопнули, начинка не вылезла. Каждый пирожок на расстоянии друг от друга выкладываем на противень, выстеленный пекарской бумагой. Так мы лепим все пирожки. Накрываем их пищевой пленкой, даем им постоять 20 минут.
а затем смазываем смесью желтка и столовой ложки молока. Уже смазанные пирожки должны постоять еще 10 минут, а пока мы включаем духовку на 180 градусов, режим вверх-вниз, и будем печь наши пирожки, когда нагреется духовка, 25-30 минут вот до такой румяности. Посмотрите, какие они красивые, посмотрите, какие они мягкие, вы видите. Сейчас я разломаю пирожок, и вы посмотрите, что у нас получилось внутри. А внутри у нас много яблочной сочной начинки и тонкое, нежное тесто. А как они пахнут, пробуем. Друзья мои, это волшебно. Эти пирожки получаются воздушными, нежными, не черствеют и на второй, и на третий, и на четвертый день. Приготовьте, а мне будут интересны ваши комментарии, и я всегда рада вам у себя на кухне. Мира вам, радости и добра!